капоре вывязана затылочная часть. Вот она, видно, вот затылок. Потом верх нашего капюшона, нашей шеи. И вот такие завязочки. На модельке показано, как он сидит. Вы можете носить как его, надев полностью на голову, или же можно снять как капюшон. Просто чтобы он висел, когда вы, к примеру, заходите в здание или просто теплая погода становится на улице. Из такой ниточки, пух норки, номер 04, ниже написано 11-14. Будем вязать в 3 нитки и 2 дополнительные. Набирать на спицы будем 112 петель. Самым обычным способом я набираю, завожу спицу и вот так набираем 112 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и так до 112 петель. В каждом лицевом ряду мы будем делать по одной убавке с каждой стороны в лицевом ряду. Это у нас изнаночный ряд. Вот он с такими бугорочками. У меня не нашлось спиц на леске, поэтому будем вязать такими. Первую петлю снимаем. Теперь будем провязывать изнаночными, чтобы в лицевом ряду у нас были лицевые петельки. Первый ряд вяжем ничего не делая, просто провязываем все изнаночными петлями провязываем. Вот изнаночная у меня. Если у вас есть спицы на леске, то это будет более удобней. Если нет, то вот как у меня. Я вот поставила фиксаторы и вяжу. Прекрасно вяжется. Даже на этих бамбуковых спицах. Прекрасно вяжется. Изнаночными петлями вяжем до конца ряда. Вот так. Вот довязала я почти до конца. Последнюю всегда кромочную будем провязывать изнаночной на конце. Работу разворачиваю. Что теперь делаю? Теперь мы должны будем делать наши убавки. Первую петлю снимаю. Теперь вот эту вот петельку сниму, переставлю ее и сделаю. Она у меня вторая и получается третья. Вторую и третью провязываю вместе лицевой. Вот. И так вяжем все лицевые в лицевом ряду, не довязывая кромочную, и 2 петельки, то есть 3 должно остаться, будем тоже делать убавку на конце. Таким образом, в лицевом ряду мы будем делать убавление, пока у нас не останется на спицах 82 петли. Вяжем. В лицевом ряду только делаем убавки. Вяжем лицевыми. Вяжем самостоятельно.
Вот смотрите, на конце у меня осталось 3 петельки. Теперь третью и вторую провязываем вместе, вот таким образом. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Ниточку подтягиваем, работу разворачиваем. И изнаночный ряд мы вяжем полностью изнаночными петлями. Первую петлю снимаем, чтобы у нас была такая косичка тут всегда. И провязываем изнаночными все петельки изнаночные в изнаночном ряду. В лицевом опять сделаем убавление по одной петельке с каждой стороны. В изнаночном ряду всегда вяжем без убавок, просто изнаночными петлями. Вот таким образом мы вяжем. Вот мы перешли опять на лицевой ряд. У нас уже на спицах первую петлю снимаем. Теперь эту петельку снимаем, переставляем ее назад и провязываем лицевой 2 вместе. Сейчас на спицах у нас уже было 110 петель. Мы же 2 убавки уже сделали. Теперь это у нас 3-я убавка. Опять вяжем все лицевые. И 4-ю с той стороны убавку сделаем. Вот так лицевыми вяжем. В лицевом ряду вяжем лицевыми. На конце сделаем тоже убавление. Шли до конца ряда. Здесь у нас 3 петелечки. Опять делаем убавление вот таким образом. Вот. 2 провязываем вместе. На конце у нас изнаночная кромочная. Все, ниточку подтягиваем, работу разворачиваем и провязываем все петельки изнаночными. Первую петлю снимаем. Смотрим, чтобы она была у нас смотрела. Вот. Чтобы здесь у нас косичка была. Все провязываем изнаночными петлями. Все. Вяжу и лицевые, и изнаночные за переднюю стенку. Вот мы сейчас с вами в лицевом ряду. Первую петлю снимаем, вторую переворачиваем, снимаем и провязываем 2 вместе лицевой. Вяжем лицевыми, не довязывая 3 петли. Так мы вяжем, пока у нас не будет на спицах 82 петелечки. Вот так выглядит лицевой ряд. Вот на конце у меня 3 петли. Я вот так сокращаю. И последняя изнаночная, кромочная. Работу разворачиваю, провязываю в изнаночном, все изнаночные. Петельку снимаю. Смотрю, что было. Лицевые, что были здесь, косички вот. И провязываю все изнаночные. Вот смотрите,
сделали мы наши 82 петли, то есть убавки вот эти мы сделали по обе стороны. Вот такие у нас как уголочки получились. Теперь что нужно сделать? Нужно отделить 38 петель с одной стороны, в серединке оставить 6 петель и 38 с другой стороны. Давайте отсчитаем, повешаем маркеры. Отделили мы 38 с одной, посерединке у нас 6 петель и 38 с другой стороны. Теперь у нас изнаночный ряд. Мы провязываем все петельки изнаночными. Кромочную сняли, провязываем все лицевые. Провяжем все лицевые до маркера. Тридцать 38 у нас их. Таких прибавок у нас будет 5. В 5 лицевых рядах мы сделаем прибавки. Вот довязали мы до маркера. Вот здесь у нас такая протяжка. Мы ее одеваем и провязываем лицевой. Вот, провязали лицевой, маркер переставляем и провязываем 6 лицевых. 6 лицевых провязываем, маркер перебрасываем. И теперь у нас еще вот так берем и вот так провязываем лицевой. Сделали прибавление, довязываем до конца ряда. На конце не забываем делать нашу изнаночную кромочную, которая последняя. Работу развернем и провяжем изнаночный ряд самостоятельно. Вернемся в лицевом, сделаем опять 2 наши прибавочки. Давайте вяжем. Вот провязываем мы до конца наш изнаночный ряд. Сейчас работу развернем и будем провязывать лицевой ряд. Будем провязывать сейчас вот последние изнаночные петельки. Теперь работу разворачиваем, кромочную снимаем, провязываем все лицевые, не довязывая до маркера. Перед маркером делаем прибавку. Вот дошли мы до маркера. Вот смотрите, мы вот так вот накидываем и теперь провязываем лицевой. И опять все лицевые. Вот мы сделали второй раз прибавку. Еще осталось 3 раза прибавить. После маркера сделали прибавку и вяжем лицевыми до конца ряда. До конца ряда довяжем, работу развернем, свяжем изнаночный ряд и опять вяжем, будем вязать лицевой. Вот смотрите, провязали мы с вами изнаночный ряд, начали лицевой ряд. Сейчас дойдем до наших прибавок перед маркерами. Вот.
провязали до маркера. Ниточку подтягиваем, чтобы не было у нас растянутости нигде, ничто не висело потом. Вот довязали. Теперь вот так протяжку раз одели, и теперь провязываем лицевой. Маркер перебрасываем и опять лицевой. 6 петелек провяжем. Опять сделаем прибавление. Вот так. И все. И вяжем дальше лицевыми. Потом работу развернем. Будем провязывать изнаночный ряд. Мы сделали уже раз, два, три прибавки. Нужно еще сделать 2. Провязали мы с вами изнаночный ряд. Теперь лицевой ряд провязываем. Довязываем до маркера. Будем делать нашу 4-ю прибавку перед маркером. Вот довязали, накинули вот так сверху. Теперь так провязали, маркер перебросили и провязываем лицевыми 6 петель. Маркер перебрасываем, теперь поднимаем и провязываем лицевой. Все, лицевой ряд провязываем до конца. Работу развернем, провяжем изнаночный ряд и провяжем последние наши 5-е прибавочки. Вот. Вот наше прибавление. Вот смотрите, последнее у нас прибавление. Изнаночные мы провязали ряд, лицевые провязали до маркера. Делаем накид вот так из протяжки, провязываем лицевой, маркер перебрасываем, провязываем 6 наших лицевых. Маркер перебрасываем, провязываем еще раз лицевую из протяжки. Все, теперь лицевой ряд провязываем до конца. Провяжем наш изнаночный ряд. Встретимся в лицевом и будем вязать уже нашу сам капюшон или саму шапку, да. Сейчас мы с вами связали затылочную часть. Вот. Давайте провяжем до конца, провяжем изнаночный ряд. Вот что у нас с вами получилось. Это то, что мы с вами связали уже. Сделали мы здесь прибавление. Теперь от этого места, где мы закончили наше прибавление 5 петель с обоих сторон, то есть 10 мы сделали прибавок, получилось у нас сейчас 92 петли. Теперь мы должны провязать в высоту изделия 15-16 сантиметров. Это уже по вашей голове примерку сделаете. Если кому-то 15 будет достаточно, останавливаетесь на 15, закрываете петельки эластичным швом, иголочкой. Кто-то хочет, может крючком закрыть. Вот. Кому-то померил маловато, значит 16 сантиметров от этого места, 16 сантиметров. Будем вязать лицевыми.
лицевые в лицевых, изнаночные в изнаночных, в изнаночном ряду. Ну вот. Встретимся, когда свяжем 16 сантиметров или 15. Вяжем. Не так быстро, как я хотела, но продвижение есть. Вот так выглядит уже наш капор. Вот смотрите, вот здесь мы делали с вами 6 петель. И вот наш затылочная часть вот здесь готова. И уже провязано несколько сантиметров. Сейчас узнаем, сколько мы провязали. Сейчас у нас почти 6 сантиметров. Еще нужно провязать 11. Поэтому вяжем дальше. Ну что, мы провязали 16 сантиметров. От наших прибавок, которые были здесь, мы провязали 16 сантиметров. Теперь мы сделаем наше убавление. Чтобы было у нас сейчас на спицах 92 петли, нужно сделать 82 петли. 45 петель, 2 петли от 45, 2 петли поставила маркер. Вот 45 отделила, маркер поставила, 2 петли, потом поставила еще один маркер и 45 петель с этой стороны. Вот смотрите, значит, перед маркером у нас 2 петли, которые мы будем сейчас убавлять, то есть провязывать 2 вместе, вот именно таким образом. Вот так взяли и провязали 2 вместе. Теперь маркер перекинули, провязали 2 лицевые. Теперь маркер перекидываем. Теперь с этой стороны снимаем петельку, переставляем. И вот так вот мы делаем убавку. Вот 2 петли убрали еще. Вот получается, до конца ряда провязываем лицевыми. Таких убавок у нас должно быть 5. У нас на спицах сейчас было 92 петли. 2 петельки мы уже убавили, поэтому у нас сейчас уже 90 петелек. Должно у нас быть 82 петли. И потом будем сшивать верхушку нашего капора. Вот. Вяжем лицевой ряд лицевыми петлями, потом провязываем изнаночный ряд и в лицевом ряду вернемся и сделаем убавку. Смотрите, смотрите, сейчас я вяжу изнаночный ряд. Вот таким образом я вяжу изнаночные петли. Ничего не меняю, просто вот изнаночные вяжу. Вот второй ряд у нас наших убавок. Вот так перед маркером 2 петельки и снимаем мы опять 2 вместе лицевыми, потом 2 лицевые, маркер одеваем, петельку переставляем и опять провязываем лицевой. И все петельки до конца опять у нас лицевыми. Вот так вот провязываем. Вот наши убавочки идут. Одна и вот вторая. 2 петельки. Вяжем до конца ряда лицевыми петлями. В изнаночном изнаночные. Вот сейчас мы будем делать третью убавку. Провязали лицевые, перед маркером 2 петли, провязываем вместе. Маркер перекидываем,
провязываем 2 в серединке петельки, маркер перебрасываем, петельку переворачиваем и 2 вместе перед маркером было. Все, вяжем до конца ряда лицевыми. Потом еще раз изнаночный ряд провяжем самостоятельно. Сейчас у нас 4-я убавка. Вот мы провязали изнаночный ряд, лицевой до маркеров. 2 петли провязываем вместе, маркер перебрасываем, 2 петли просто провязываем и маркер перебрасываем. Теперь петельку снимаем, переставляем и провязываем 2 вместе лицевой и вяжем до конца ряда. Провяжем еще один изнаночный ряд и сделаем последнюю 5-ю убавку. Вот довязали мы до последней нашей убавки. Это 5-е убавление. Вот так вот провязываем 2 вместе, переставляем маркер, 2 просто лицевые, маркер переставляем, петельку переворачиваем и провязываем тоже лицевой, 2 вместе. И так вяжем до конца ряда. Мы закончили наше вязание, закончили формировать макушку нашу. Теперь мы будем довязывать до конца лицевые и будем сшивать наш капор сверху. Вот. Сейчас довяжем и приступим к сшиванию.